This is Hatzor. Это Хацор, город Хацор. Joshua 11 is the story of them conquering this city. В Иисуса Навина 11 главе описывается история, как они завоевали этот город. And Hatzor was up in the north of Canaan. Асор еще в синодальном. И Асор это был город на севере Ханаана. It was also the largest city in Canaan. И также это был самый крупный город в Ханаане. And it's the third that we're told they specifically burned. И это третий город, о котором конкретно сказано, что они его сожгли. Дотла. And we do, in fact, here have evidence of the city being burned. И мы здесь действительно видим свидетельство того, что город был сожжен. Two different destructions, actually. И, кстати, город пережил два разных уничтожения. Его уничтожали дважды. One in late Bronze 1 and one in late Bronze 2. Одно уничтожение было в поздний бронзовый век, а второе в поздний бронзовый век 1, а еще одно уничтожение в поздний бронзовый век 2. If you read Judges chapters 4 and 5, И если вы читаете книгу Судей, 4 и 5 главы, you see that the Israelites in the Judges period go back there and they fight against Hatzor again. мы видим, что вот в Судьях 4.2 израильтяне снова возвращаются к этому городу и снова сражаются с Асором. So that's why it got destroyed two different times. Вот почему этот город был уничтожен два раза, дважды, It's about 200 years apart. с промежутком в 200 лет. Якраз відбудували за 200 років. They just rebuilt that, and Yeah, they did. They went back to it and да, они отстроили, они вернулись туда и нате. so here's part of what Joshua says. И вот что говорит здесь книга Иисуса Навина. It says Hatzor was the head of all these kingdoms. Говорится, что Хацор был, прежде был главой всех царств сих. The way that the book of Joshua talks about Hatzor is in agreement with the archaeology. И то, как книга Иисус Навин описывает Хацор или Асор, вполне согласуется с археологическими данными. We also find Hatzor talked about in this manner in the Amarna letters. И мы также видим, что подобным же образом Хацор описывается в письмах Амарны из Ханаана в Египет, который нужно. And then we have Hatzor was burned with fire. И также мы видим, что Асор позже был сожжен огнем. So in the Amarna letters, И в письмах Амарны we see that Hatzor established its own little kingdom up in the north of Canaan. что Хацор основал свое маленькое царство на севере Ханаана. And the ruler of Hatzor, he also calls himself a king when he addresses the Egyptian pharaoh. И правитель Хацора называет себя царем, когда он обращается к египетскому фараону. The other Canaanites don't do that though. Другие хананейские руководители, они так не делали. То есть не дерзили так фараону. But the king of Hatzor was so powerful that he felt like he could. Но царь Хацора был настолько могущественным, что он считал, что может себе позволить называть себя царем, обращаясь к фараону. And it makes sense that Joshua waited until the last part of the conquest to fight this kingdom. И поэтому совершенно разумным, логичным выглядит то, что Иисус ожидал вот до самой последней стадии кампании вот этого сражения с Хацором, с Асором. We have one Amarna letter talking about Hatzor that seems very strange. И у нас есть вот одна цитата из писем Амарны, которая кажется весьма странной. We're going to get back to that in a minute though. Мы вернемся к этому буквально через минуту. So there's plenty of evidence at Hatzor that the whole city was destroyed and burned with fire in late Bronze 1. И есть очень много свидетельств в Хацоре, что весь город был сожжен огнем полностью в позднем бронзовом веке 1. In excavations at this city, big layer of ash has been found all over the ruins from that time period. При раскопках города
плотный слой пепла найден по всему городу, как раз вот датируемый этим периодом. Including some temples. Включая, кстати, некоторые храмы. Hatzor had this large Acropolis area, В Хацоре была такая большая территория Акрополиса, and then it had a huge lower area where most of the people lived. то есть как бы верхний город, и потом была очень обширная территория ниже, где жили большинство людей. Both of those were walled. Both were walled. Yeah. То есть и верхний город, и нижний город были окружены стенами. And both of those areas had temples in them. И на обоих этих территориях были храмы. And there was evidence of fire destruction throughout both those areas. И есть следы уничтожения огнем в обеих этих частях города. И в верхнем городе, и в нижнем городе. Андрей, а что означают римские там цифры? So what does the Roman numbers mean below? On the previous slide, some Roman letters there. Там сразу. Oh, okay. That's just an archaeological designation at the site. You don't need to worry about Ну, that. эти римские цифры это просто археологическое обозначение раскопки, номер раскопки. So, Вам не надо об этом переживать. When we're excavating, То есть, когда мы раскапываем что-то, да, we have all these different layers. то у нас разные слои там. They get assigned different numbers or designations. Им присваиваются разные номера и разные обозначения. Sometimes they use this, Иногда используется такая нумерация, sometimes they use Roman numerals. иногда используется римская нумерация. So these are the layers of... Yeah. Это слои. В 15 Слои, это же глубина, да, получается? So like it is like it shows us the depths of that finding. Sort of. I mean, it's the 15th. That's the 15th layer То есть, on условно the говоря, Acropolis. Yeah. 15-й слой. Вот там в Акрополисе But 15-й слой. We don't. There's no average depth of a layer though. Но нету при этом у нас какой-то средней как бы глубины или среднего размера слоя. Some of them might be a few centimeters. Some of them might be more than a meter. Некоторые слои там буквально там несколько сантиметров, некоторые слои могут на метр. Ну, то есть в целом раскопки под землей, просто на фотках такое ощущение, как будто бы они наверху. So, but in general, you are digging underground because when we look at Yes. photos, it seems like everything is open there. So, Yeah, but it's that's just because they've cleaned done up. a wide exposure. А? It's because they've dug a large area. Ну, просто то, что вот так все открыто, это потому что перекопали достаточно большую территорию уже. So, destruction about the time of the conquest under Joshua. Итак, разрушение случилось как раз вот в период предполагаемого завоевания Иисусом Навином. One of the really interesting things found at Hatzor are these decapitated or defaced statues. Одна из очень интересных вещей, которые мы видим в Хацоре, это вот эти искалеченные и обезличенные разбитые статуи. Like I mentioned before, this is one of the things that's commanded in the Mosaic Law. И, как я уже упоминал раньше, это одна из тех вещей, которые прямо повелены в законе Моисеева. This was a statue of Baal-Hadad. Вот это была статуя Ваал-Хадада, ну и главного бога. See, they cut his head off. Помните, да, и видите, что снесли ему голову. Over on the right was probably a seated god or a seated king. Ну и справа на фотографии там, наверное, какой-то был какой-то ниже стоящий бог или царь. And then down there, those are two Egyptian statues that they also cut the heads off of. А ниже это две египетские статуэтки, которым тоже снесли голову. А? Размер? So what is approximate size of that? This one is about that tall. Вот эта статуя примерно такой высоты. Those are about like that. Эти малюсенькие. And that one is like about that. Вот, а та статуя синяя, например. А там голова где в цій статуї? Там нет головы, ей снесли голову. Вот. Там, где сидящий. Сидяча.
То знайшли, чи це? Да, Да, да. да, все. So, but it seems like that here we have the head of the statue. Yeah, they It's- found the heads of some of them and they just put them back Ну, on. они нашли головы от некоторых из них и голову просто приделали назад. То есть это, видите, голова и туловище, они разного немножко цвета. Цікаво, що вони просто не розрушили, а просто голову і все. So it's interesting that they did not just destroy that, they just got heads. Yeah. Логічно. Because from our point, it's easier just to break it. Yeah, but it's like a ritual desecration of it. Но это как бы ритуальное осквернение. Вот It этих says, статуй. cut down the idols of their gods. Сказано, ну вот разбейте истуканы богов, ну буквально как бы срежьте. So they would do that. I mean, they probably broke some of them even more, but that takes extra effort, I guess. Наверное, они, многие другие просто разбили целиком, но просто это больше усилий надо. Целиком разбить. Легше голову. It's easier just to cut a head. Yeah, and it gets the point across. You cut the head off, you knock it over, and then you burn the temple that it's in. Да, но и это чисто даже символический смысл, да, то есть сносим голову, как бы толкаем, валим эту статую и потом сжигаем весь храм. It's something like people did a few years ago here with Lenin statues, Yep. also desecrated almost the same way. Похоже, как Ленинопад в Украине несколько лет назад. Okay, so how do we know that this Hatzor though was destroyed right around the time of Joshua? И откуда мы знаем, что Хацор был уничтожен как раз-таки во времена Иисуса Навина? We have a scarab У нас есть скоробей, that helps us narrow down the date a little bit. который помогает немножко сузить, уточнить дату. So this is an important one that was found there at Hatzor. Это вот важная находка, важный скоробей, найденный как раз-таки в Хацоре. And it tells us that people were still living at Hatzor at least during the time of Thutmose IV. И этот скоробей показывает нам, что люди жили в Хацоре как минимум во времена Тутмоса IV. То есть This one's very important because Thutmose IV, he had a short reign and he was generally an unimportant pharaoh. И этот скоробей очень важен, потому что Тутмос IV, ну, сын Аминхотепа, он правил очень недолго и в целом был довольно незначительным фараоном. So people, they didn't really keep his scarabs later and nobody copied them later on. Люди позже не хранили его скоробеи, никто их не копировал особо, то есть он не был какой-то популярной фигурой. So we know that it was bought and then kept there during his reign. Поэтому мы точно знаем, что этот скоробей был куплен и хранился в городе как раз вот в течение его правления. Which is maybe around 10 years or something before Joshua and the Israelites attacked the city. И его правление как раз-таки было, ну, где-то вот за 10 лет до того, как израильтяне под руководством Иисуса Навина вторглись в город. Now, there was also a scarab of Amenhotep III found here and possibly some other inscriptions in different materials of Amenhotep III. Да, также здесь есть, в Хацоре найдены скоробеи Аминхотепа III и некоторые надписи, фиксирующие имя Аминхотепа III. But then we also have some scarabs from later pharaohs found at Hatzor. Но также в Хацоре найдены скоробеи других, более поздних фараонов. Some of the really famous pharaohs, the scarabs were reproduced or kept around a long time after they died. Касательно многих фараонов случалась ситуация, что их скоробеи либо воспроизводились часто, либо хранились дольше, уже даже после времени их правления. Ну, популярная как фигура. But that wasn't the case with this pharaoh. Но с Тутмосом IV такого не было. Он не был. Викладач, знаєш, там написано всередині. So do you know what's written there in the middle? Yeah, that's his throne name. Это его имя, престольное. In Egyptian, it's Imen Heperu Ra.
по-египетски это имен хаперура. Если вам это что-то говорит. Это понятна мысль, да? То есть, ну как портреты популярных политиков еще там долго висят где-то. Right. ВКонтакте на стене. So we know that it was destroyed right, after this time probably. И мы видим, что город был уничтожен как раз вскоре после этого времени. The only ancient text we have claiming somebody destroyed it at this time is the book of Joshua. Единственный древний текст, говорящий о разрушениях Хацора вот в это время, это книга Иисуса Навина. And they're the ones who say specifically that they burned the whole city. И именно там написано конкретно, что они сожгли весь город. So that is one way that we could identify that Hatzor was actually destroyed by the Israelites under Joshua. И вот это один из путей, почему мы можем определить, что Хацор был уничтожен израильтянами под руководством Иисуса Навина. Now let's go back to that Amarna letter. Давайте вернемся теперь к этим письмам Амарны и этой странной фразе. At the bottom there. Вот в самом низу слайда. Я 148 фраза. The king of Hatzor has abandoned his house and aligned himself with the Hapiru. Царь Хацора покинул свой дом и присоединился к Хапиру. That doesn't sound like what we know from the book of Joshua. Не звучит ли это очень похоже на то, что мы знаем из книги Иисуса Навина? According to Joshua, they killed him. Согласно книге Иисуса Навина, они его убили. This was written from another Canaanite king to the Pharaoh. И эта фраза была написана другим ханаанским царем фараону. Accusing the king of Hatzor of something. И он здесь, видимо, в чем-то обвиняет царя Ассорского. Basically, being a traitor. Да, по сути обвиняет в том, что тот оказался предателем. But let's look at Joshua chapter 11 and see if there's a possible explanation for this Canaanite misunderstanding. Но давайте откроем Иисуса Навина 11 главу и прочитаем, есть ли какое-то возможное объяснение вот такому недоразумению среди хананеев. Someone read Joshua 11. Прочитайте кто-то 11 главу Иисуса Навина. Verses 1 through 10. Стихи с 1 по 10. Услышав это, Иовим, царь Ассорский, послал к Иоваму, царю Мадонскому, и к царю Шимронскому, и к царю Ахсавскому, и к царям, которые жили к северу на горе, и на равнине с южной стороны Химнарофа, и на низменных местах, и на Хов-Доре, к западу, к хананеям, которые жили к востоку и к морю, к Амореям, Хетам, Ферезеям и Иусеям, жившим на горе, и к Евеям, жившим подле Ермона, в земле Массифу. И выступили они все ополчение их с ними многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней, и колесниц было весьма много. И собрались все цари эти, и пришли, и расположились станом в месте привода Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: не бойся их, ибо завтра около этого времени я предам всех их на избиение сынам Израиля. Коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем. Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого, и до Мисрифов Маима, и до долины Мицпы к востоку, и перебили их так, что никого из них не оставалось, кто уцелел бы и сбежал. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы и колесницы и сжег огнем. В то же время, возвратившись, Иисус взял Ассор, и царя его убил мечом. Ассор же прежде был главой всех этих царств.
till 11 or 10? Just through 10. It's Да, fine. 10 достаточно. All right. So, what do you notice about that first battle there? Что вы здесь отметите интересного касательно первой вот этой битвы здесь? Що Ісус здобув Хацор? А? Що Ісус здобув Хацор? That Joshua captured Hazor. Yeah. Okay. But what happens first? Но что перед этим случилось? По поводу битвы. Ну, кстати, объединились они, то есть разные, они были как бы разными, получается, городами. So they united. They were different cities and kings, and they united against Joshua. What else? Что еще? Їх було дуже багато, як пісок. Seems like there were many of them there. Yep. Да. What else? Что еще? Озері Мерон. А? Озеро Мерон. Lake Merom, waters of Merom. Ну что царь послал к ним, чтобы объединить. So king of Hazor sent to them like negotiators to unite them. А где сам царь? А где сам царь? Имя царя вообще. А? Имя царя указано. The name of Hazor is mentioned here. Yep. Jabin, king of Hazor. Right. Да-да-да. But the king of Hatzor wasn't at that battle. Но царь Ассора, посмотрите, 10 стих, очевидно, в самой битве не участвовал. So it was all the other people that he told to gather as a big army and fight the Israelites. То есть вот он собрал вот огромную кучу народа, сказал им, пойдемте сразимся с израильтянами. Joshua does that first. Joshua. Defeats them first. Да, и так, сначала Иисус Навин их поразил. And then he goes back and attacks Hatzor. И потом он уже возвращается и атакует Ассор. So, И maybe some of these survivors from that battle thought that the king of Hatzor abandoned them and allied with the Israelites. И может быть некоторые из, царей, которые участвовали в битве, потерпели поражение, они решили, что царь Ассора их предал и вступил в какой-то союз с израильтянами. And they may have thought that it wouldn't have been possible for the Israelites to destroy the city of Hatzor unless the king let them in or something like И that. может быть они даже думали, что невозможно было для израильтян уничтожить город Ассор, если царь каким-то образом не вступил с ними в союз, не впустил их. And since they killed everyone at Hatzor and burned the whole city, there is no evidence left. И поскольку в Хацоре все были убиты и город был сожжен, никаких свидетельств не осталось у нас. So maybe this is initially what the Canaanites thought happened. И поэтому, может быть, именно это в первую очередь подумали хананеи, когда размышляли о причинах случившегося. Was it common for kings of that time not participate in the battle, or usually they No, led the army? usually they were there. Обычно, я уточнил, обычно цари в то время, если крупная битва была, они руководили сражением, они были там. They might not have been on the front lines, but they were usually there with the army. Они, может, не были там в первых рядах, но они обычно были с армией во время битвы. Ну там на пагорбах стояли. So they were like standing on the hills, giving orders. Or behind the army or in the middle of it or something like Где-то that. или позади армии, или посредине нее. Depended on the particular king. Зависело от уже каждого отдельно взятого царя. Some of them were right there in the front lines fighting. Многие цари были прямо на передовой, сражались с солдатами вместе. А вот такого рода письма это как телеграмма, как летопись, как сообщение. Мы говорили вчера о них, да? Это переписка Ханаана и Переписка, да. So these letters were like telegrams or like correspondence between governments. Yes, between the Canaanite city-state rulers and the Egyptian pharaoh. Это была переписка, да, такая дипломатическая между правителями вот этих маленьких городов-государств в Ханаане и египетским фараоном. Это вот письма Марны, вы писали по ним все. То есть период после сразу, да, допустим, этой битвы. So that was a period right after that battle, probably, when that was written.
Yeah, Да. it was during the reign of Amenhotep III. То есть это все было во время правления Аменхотепа III. All right, let's read this about Shechem. Давайте прочитаем по поводу Сихема. So, Joshua 8:33-35, yes? Yeah. И Иисус Навина 8:33-35, пожалуйста. А весь Ізраїль і старші його, і урядники, і судді його стояли з цього і з того боку ковчегу напроти священників левитів, так? Мгм. Що носять ковчега Господнього заповіту, як приходько, так і туділець. Половина його напроти гори Гарізім, а половина його напроти гори Евал. Як наказав був Мойсей, раб Господній, благословляти Ізраїлів народ найперше. А потім він читав усі слова того закону, благословення та прокляття, усе так, як написано в законі. Не було слова з усього, що наказав був Мойсей, чого не читав би Ісус перед усіма зборами Ізраїля, і жінок, і дітей, і приходька, що ходить серед них. Мгм. Okay, first question. Where is this event located? Первый вопрос. Где это событие произошло? Где находились эти? Маунт Харизим. Well, that's one place that's mentioned. Хорошо, одно место, которое здесь упомянуто. And Mount Heval. Yeah. So what? They're somewhere in between those two mountains, То есть они стояли где-то посреди этих гор, да? right? Okay. The city that's in between these two is Shechem. И город между двумя этими горами это город Сихем. So we know that they're at Shechem here. То есть мы знаем, что стоя между этими двумя горами, они в Сихеме находятся. What? Город это не стоянка. So it was a city, it wasn't just like temporal camp place. Right. Да, это город был, это не была This is стоянка. some of the ruins of it. Вот это руины этого города здесь. All right. What else do you notice about this? Что еще интересного вы можете вот увидеть здесь? Who's there? Кто там с ними? Joshua, priests, Levites, Пришельцы. some strangers Yeah. from other nations. Ковчег, Ark of the Covenant. Okay. Yep. Natives, Ну, вот есть природные жители, да? women and children. Женщины и дети. And what are they doing? Что они делают здесь? А? They are listening here. Yeah. So is this a battle? То есть это битва здесь описана? No. 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 Нет, это не So битва. they just all of a sudden they're at Shechem and they're reading the law, and it's everybody, men, women, children, and some locals even. Right. Да, то есть они в Сихеме здесь читают закон, никакой битвы, да, тут женщины, дети, мужчины, пришельцы, даже местные жители подтянулись. Then this happens again later in Joshua. И потом то же самое позже в книге Иисуса Навина снова случилось, в 24 главе. But if we read through the book of Joshua, we never see one sentence about them conquering that city. И если мы читаем с вами книгу Иисуса Навина, то нет ни одного предложения, где было бы сказано, что они завоевали этот город. And in that list of cities and kings that they defeat in Joshua 12, Shechem isn't in there. И в этом списке городов и царей, которых они поразили, в 12 главе Иисуса Навина, Сихем не упоминается. So something else happened, so they were able to acquire this city. Что-то другое случилось, благодаря чему они оказались способны завладеть этим городом. We're not told in the Bible, but the Amarna letters give us some extra information. Нам об этом не сказано в книге Иисуса Навина в Библии, но мы видим дополнительную информацию в письмах Амарны. We see that the local ruler of Shechem gave the area to the Habiru.
Мы видим, что вот местный начальник области Сихем сдал территорию, которую он управлял, Хабиру. So they acquire it peacefully. То есть они завладели этой землей мирно, без боя. This is one of the only Canaanite city-states that didn't try to fight them. То есть единственный хананейский город-государство, который даже не сопротивлялся им, не пытался с ними сражаться. Gibeon tricked them into not being attacked. А гаваонитяне, они их обдурили, обманули их, для того, чтобы не подвергнуться нападению. But this one, it was just given to them. Но Сихем просто сдался им. We don't know the details of that, Мы не знаем деталей происшедшего, but it may have had something to do with some distant ancestors, relatives, or something like that. но, может быть, дело было в каких-то далеких предках, родственниках израильтян там. The patriarchs lived at Shechem for a while. Патриархи какое-то время жили в районе Сихема. In fact, Jacob went there, he dug a bunch of wells, he settled right outside the city. Иаков отправился туда, он там много богатства к себе накопил, там, возможно, участвовал в какую-то setting up the part of city. He settled outside the Да, city. он какое-то время там, жил вне города, но в этом районе. А еще потом, когда самарянку Иисуса разговаривали, она про тот колодец говорит, да, что Иаков нам оставил. So when Jesus is talking with Samaritan woman, is she mentioned some Jacob well. So was it in the same area? Uh-huh. Да. Yep, it's just outside of this ancient city of Shechem. Просто это уже, вдали от древнего города Сихем. Now, if we examine the archaeology there, we also see there's no destruction of the city anywhere around the time of the conquest. Если мы исследуем археологические данные здесь, то нет никаких признаков разрушения во время завоевания Иисусом Навином. So whereas the other ones fit the Joshua narrative with the destruction, this one fits with the peaceful gathering and acquisition. И в то время как данные по другим городам сходятся с книгой Иисуса Навина в том плане, что города разрушены, здесь также сходятся данные с книгой Иисуса Навина, что было мирное собрание без всякого противления со стороны Бога. Okay, and then finally, if we look at all of Canaan and all the different cities, Ну и в конце концов, когда мы смотрим весь Ханаан, все вот эти разные города, we see that right at the time of the conquest, there's a settlement and demographic shift. мы видим, что прямо во времена завоевания Иисусом Навином есть значительный сдвиг в численности народонаселения. A lot of cities were abandoned right at this time. Многие города как раз в это время были оставлены. And then, just after this, some new settlements start getting established. И прямо вскоре после этого начали появляться новые поселения. So it looks like some new population came in and killed off a lot of the people and then started making new settlements. И кажется, что вошли на эту территорию какие-то новые люди, новое народонаселение, поубивали множество из старых и начали организовывать новые места для жительства. And of course, this makes sense in light of what we know from Joshua and Judges. И, конечно же, это вполне разумно, логично, если мы смотрим книгу Иисуса Навина и книгу Судей. Оно сходится. So here's the basic summary of what we know. Итак, такой обзор всего того, что мы знаем о периоде завоевания Иисусом Навином. What does this one say? Что здесь говорится? High is unknown. We need to update that. That's not right. Так, We значит, do know it. ну, значит, по поводу Гая у вас тут написано, что неизвестен, но зачеркните, мы на самом деле знаем. Это. I forgot. Wait, that's wrong. Да, здесь неправильно. Да. Це стара інформація. So, old information. Да, Гай, напишите это. Okay. And it was abandoned. И Гай был
о занепаде, да, оставлен about 1400 BC. где-то в 1400 году до нашей эры. We don't really have enough evidence to say it was destroyed by fire, but we know at least it was abandoned, which suggests it was destroyed. И у нас нет таких серьезных свидетельств того, что он был уничтожен огнем, но мы видим, что город был оставлен, и предполагается, что он был уничтожен. Население было уничтожено. So, 3 cities burned by fire are Jericho, Hatzor, And Ai. and Ai. And the peacefully acquired city is Shechem. Да. То есть разрушенный Ерихон, Хацор и Гай, Сихем взят миром. After the conquest, the Israelites start to settle the land. И после завоевания земли израильтяне начали на ней поселяться, осваиваться. And this is the time period in which we start seeing some inscriptions mentioning Israel and Canaan. И вот где-то в этот самый период мы начинаем видеть надписи, упоминающие присутствие израильтян в Ханаане. This is the most famous one. Вот это самая знаменитая из таких надписей. It's called the Merneptah Stele. Стела Мар-Непта называется. It was a victory stele of the Egyptian pharaoh Merneptah. То есть вот это такая стела, увековечивающая победы египетского фараона Марнепта. Inscribed about 1210 BC. И записана она где-то в 1210 году до нашей эры. And on it he mentions Israel. И на этой стеле упоминается Израиль. Here we have Israel. То есть упоминание конкретно об Израиле. And Egyptian hieroglyphs. Вот с помощью египетских иероглифов. Люди, да. Что там А what does it mean? Plus group of people by definition. It means that little picture at the end shows a man and a woman and the sign for plural, which means it's a group of people. Да, то есть слово Израиль, да, рядом с именем Израилем стоит вот такой иероглиф, показывающий мужчину, женщину, и это все во множественном числе. То есть это народ. То есть это не личное имя, это народ. Here's what part of the stele says. Вот что говорит часть этой стелы. It mentions Canaan, the area. Здесь упоминается Ханаан, целая вот эта территория. Then it mentions 3 cities Упоминаются 3 города там, located in the south, the center, and the north of the country. расположенные на севере, в центре и на юге страны. And then it mentions one group of people or one nation, if you will. И упоминается одна группа людей или один народ, если Israel. это Израиль. And it makes a claim about them. И сделано даже утверждение по поводу них. That he defeated them and basically something like he burned their fields. И да, то есть утверждение такое, что они поразили их и сожгли их поля. Or he destroyed their seed. Да, то есть буквально, да, Израилю был нанесен ущерб, и его семени уже не существует. Ну, семени в плане как бы семян, полей. So what can we know from this inscription? Что мы можем узнать из этой надписи? First, we know that Israel was in Canaan at this time. Во-первых, можем знать, что Ханаан в то время был в Ханаане. Израиль в то время был в Ханаане. So the conquest must have been before this. И завоевание Ханаана Израилем должно было случиться до этого времени. Second is that Israel's the most powerful group in Canaan at this time. Второе, что Израиль на тот момент в Ханаане является наиболее могущественной, влиятельной группой людей, наиболее влиятельным народом. The Pharaoh doesn't mention Canaanites. Фараон не упоминает здесь хананеев. He also doesn't mention Philistines. Также не упоминает филистимлян. Actually, the main wave of Philistines hadn't quite come yet. So they were coming.
They hadn't come yet. Not the main wave, not the main. Да, то есть invasion. основная волна филистимлян, вот эта их волна миграции еще не наступила в то время. Их, ну, то есть не пришла еще. So Israel is the most powerful group of people in that land at the time. Поэтому в то время Израиль был наиболее могущественной группой людей в той земле. So they must have established themselves and been there for a little while at least. То есть подразумевается, что они уже немножко там осели, немножко уже утвердились и были там какое-то время уже. So this suggests that the settlement of Canaan had been going on for a while. И эта стела подтверждает нам, что освоение Ханаана Израилем уже продолжалось какое-то время вот, в тот момент. А в Библии мы находим что-то о том, что Израиль как-то там, ну да, был египтянами как-то там. Потрепан. So, do we see any evidences in the Bible that Egyptians like attacked and made some harm to Israel? No, but this is during the Judges period. Нет, но это происходило в период судей. And we only have some select stories from that time. И в книге Судей мы видим, ну, лишь некоторые избранные истории с того времени. There actually is a story about some of their fields getting destroyed. Есть, кстати, некоторые истории о том, как, ну, уничтожались, были уничтожены их поля In the book of Judges, в книге Судей. but it's associated with the Midianites. Но эти истории связаны с мадианитянами. Что значит первое предложение? Какая принцесса и почему говорит Шалом? So what the first sentence here means, like princess fell down saying shalom, none of 9 arches, don't raise your hand. He's saying that these people, different rulers bowed down to him. Ну, здесь в целом говорится, что самые разные правители падали ниц перед великим Мернепте. He's defeated enemies of Egypt. Он поражал врагов Египта. This is only a small part of the text, so he talks about defeating other areas also. Ну, это лишь малая часть текста, потому что там на этой стеле Мернепте говорит о победах и на других территориях также. Now, during the Judges period, there are a number of cities that the Israelites attack or take. Но в течение периода судей было много других городов и территорий, которые израильтяне атаковали и которыми завладели. Hatzor is one of these. Одна из этих территорий старый наш знакомый Хацор или Ассор. And this is from a temple that was destroyed when Deborah and Barak attacked the city. И вот эти находки взяты из храма, который был уничтожен Бараком и Деворой, когда они атаковали город. When it was excavated, these were all knocked over and the temple had been burned. То есть, so they were knocked over. То есть, когда провели раскопки, то обнаружили, что вот эти все вот камни были повалены и храм был уничтожен и сожжен. And this head was cut off. И здесь вот голова была снесена. They found it in the excavations and they just put it back on. То есть голову нашли во время раскопок и приделали на место. But we looked at Hatzor earlier and we saw that there was that second destruction of the cities. Но мы уже видели Ассор раньше, мы понимаем, что это уже второе уничтожение города. In late Bronze II, В позднем бронзовом веке 2. and it was about 1210 BC, И вот это случилось как раз где-то в 1210 году. which is exactly the time we would expect from Deborah and Barak in Judges 4 and 5. Это именно то время, которое мы ожидаем, читая про Бараку и Девору в Судьях 4:5. This wasn't a complete destruction or a complete burning of the city like in the time of Joshua. Это не было полное уничтожение города, либо полное сожжение города, как во времена Иисуса Навина. Mostly they targeted the Canaanite temples. В основном они уже во время судей целились в хананейские храмы. Shechem is also attacked. Сихем также был атакован.
and it's destroyed, including this temple that was right here. И он был уничтожен, включая храм, который вот здесь находился. А можно вопрос? А времена судей это уже какой, поздний бронзовый второй или это еще первый? So what is archaeological term for the period of Judges? What is archaeological period? Is it late Bronze Age 2? Or Late Bronze Age 2 and part of Iron Age 1. Значит, поздний бронзовый век 2 и частично железный век 1. Еще раз. Значит, период судей поздний бронзовый век 3, я прошу прощения, поздний бронзовый век 2 и ранний железный век 1. Let's go to the book of Judges Давайте откроем книгу Судей. and go to chapter 9. Откроем главу 9. Someone read chapter 9, verse 45 and 46. Прочитайте, пожалуйста, 9 главу, 45-46 стих. Or 44 through 46. Даже 44 и 46. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие два отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне Сихемской ушли в башню капища Ваал-Вериха. Okay, so we have the city gate mentioned, we have this temple mentioned, Мы видим, здесь упоминаются городские ворота, упоминается храм, капище, and then we have the destruction of the city. и упоминается разрушение города. So the city gate has been found, Городские ворота были найдены, the ruins of the temple are there, и руины храма также были найдены. and then there was a destruction of the city found that dated to about 1125 И BC. также есть следы разрушения города где-то в районе 1125 года. So this is that Judges period destruction by Abimelech. Это уже уничтожение города в период судей Авимелеха. То есть сначала стал Авимир, но тогда все не было ничего. Потом So originally in the beginning they like ceased fire, so they gave up peacefully, and later they were destroyed. Well, this is kind of an internal rebellion. Ну, там такое внутреннее восстание, гражданская война. So Abimelech, И Авимелех, he was from Shechem, он был из Сихема. and he tried to become the king of Shechem. Actually, he did become the king for a while, И он пытался стать царем Сихема, и, кстати, стал на какое-то время, for 3 years. на 3 года. But then they rebelled against him. А потом они против него взбунтовались. They didn't like him as a ruler, Не понравился им, какой из него был руководитель. so he attacked the city and destroyed it. Поэтому он атаковал город и уничтожил его. The city of Dan is another city that is mentioned in the book of Judges and one that they destroyed and settled at that time. Город Дан также упомянут в книге Судей, как город, который они уничтожили в то время. This happens soon after Shechem is destroyed. И это уничтожение Дана случилось вскоре после уничтожения Сихема. Okay, maybe around 1100 BC or just before. Где-то в 1100 году, может быть, немножко раньше. So when this city was excavated, Когда этот город мы раскопали, they found a destruction level from this time. то обнаружили как раз-таки слой, говорящий об уничтожении вот в это время. And then that a new city had been built immediately after that. И сразу же после этого на руинах был построен новый город. But that the people who built the new city, they seem to have come from somewhere else.
Но люди, которые построили вот новый город, кажется, что они пришли откуда-то со стороны, из других территорий. They had these huge ceramic storage jars about that tall. У них были вот такие вот огромные керамические сосуды для хранения, вот такой высоты аж. And the analysis of the clay shows that it came from somewhere else outside that area. И анализ глины показывает, что глина взята из какого-то другого места, вне этой территории, за пределами этой территории. Зберігання чого? What was stored there? What was kept there? Grain, oil. Пшеница, масло. What do we know about the tribe of Dan? Что мы знаем о колене Дановом? Что мы знаем о колене Дановом? Were they living around the city of Dan? Жили ли они вот возле города Дана? Ну, це на честь батька назвали. They are called in honor of their father Dan. Okay, I mean, like, where were they about the time of the Judges period? Вопрос по поводу Дана. Где они находились как раз вот в период судей, там, в конце периода судей? Возле моря жили. They lived near the sea. Yeah, they were doing that. Some of them lived up in the hills, and then others were told that said they stayed in ships. Некоторые из них жили возле моря, а некоторых из них сказано, что они там находились прямо на кораблях же. This city is north of the Sea of Galilee. То есть вот этот город на севере Галилейского моря. So the tribe of Dan came from a completely different place, attacked that city, and then settled it. Колено Данова, оно пришло вообще из другого места, атаковало этот город и поселилось там. So again, that makes sense with what the archaeology found there. И это совершенно согласуется с тем, что обнаружили там археологи. So Dan is on the very south of the land, yeah? Or on The very north. very north. Yeah. So and these guys came from the sea or from Galilean Sea? Yeah, they came from the sea or from the central area. Mhm. Колись називалась Лаїж, так? So earlier name of the city is Laish. Laish, Да, ага. да. Раннее название это Laish. Shiloh is another city that the Israelites settled during the Judges period or the conquest, but Силом это еще один город, который израильтяне заселили в период судей. Ну, this конечно, is where they set up the tabernacle. именно он был, конечно, частью завоеваний при Иисусе Навине. Именно там они поставили скинию. And in fact, there's an area that would accommodate the tabernacle perfectly. И вот там есть такая территория, которая прекрасно вписывается в наше представление о том, где могла быть расположена скиния. It was just wide enough, Территория достаточно обширная, a big flat area, большая такая плоская территория, долина, and about twice as long as the tabernacle. в 2 раза длиннее, чем размеры скинии. If we read about how the tabernacle was used in the Torah, Если мы читаем о том, как вообще в Торе описывается использование скинии, we see that people were bringing their animals and preparing the sacrifices in front of the tabernacle. то мы видим, что люди приносили своих животных и готовились к жертвоприношению как раз напротив входа в скинию. And so they needed an area in front of it also to prepare the sacrifices for when they brought them in. Поэтому им нужно было какое-то пространство перед входом в скинию для того, чтобы привести всех своих животных и приготовить их к жертвоприношению. So this big flat area is Shiloh, that's probably where the tabernacle was located for a long time. И вот эта большая плоская территория в Сивоме, скорее всего, именно там скиния располагалась в течение долгого времени. We also have these strange holes dug into the bedrock there. И также мы видим такие довольно странные дыры, выдолбленные в скале там. And they roughly follow a line. И они так примерно идут все на одной линии. So some people have suggested that
they could have been made as post holes for the tabernacle. И многие люди подумали, предположили, что, ну, скорее всего, они просто выдолбили дыры, отверстия для шестов от скинии. Ну, в землю вкапывать неудобно, а так в камень. Раз. Possibly, but they could have had some other use also. Возможно, но, конечно, могло быть какое-то и другое использование этих отверстий. What else? Что еще? There are quite a bit of bones that had been discovered there. На той территории было обнаружено там какое-то количество костей. In fact, there's one area where they found basically like a huge pile of bones. Кстати, это, наверное, одна из немногих территорий, где они действительно нашли огромную кучу костей. This site is still undergoing some excavation. На этой территории все еще продолжаются раскопки. So they might turn up some more evidence related to the tabernacle there in the future. Поэтому в будущем эти раскопки могут нам принести больше информации касательно возможной скинии на этом месте. Also around this time, late in the Judges period, we have a very interesting text found on a piece of pottery. И также вот как раз к этому времени относится довольно интересный текст, записанный на кусочке глины, на кусочке керамики. When this was first discovered, they noticed that it had an alphabet on it. А когда первый раз обнаружили эту надпись, то заметили, что там уже алфавитная письменность. And the rest of it, they weren't so sure about. The rest of the text. Да, ну, часть, да, где-то они увидели часть надписи с помощью алфавита. По поводу остальных, остальной части текста они не настолько уверены. Some people thought that it was just practice, some gibberish, some student writing. А некоторые считают, что просто на этом кусочке керамики какой-то еврейский ученик тренировался писать. Так и выглядит. It looks like that. Пропись. Да, такая пропись, да, древняя. Yeah, it actually looks a lot better than any ostraca. Ну, кстати, выглядит, ну, намного лучше, чем многие остроконы, ну, то есть подобные таблички с надписями. Others thought that it may have been some kind of donation text. Многие также думают, что этот текст был как-то связан с пожертвованием. And then another interpretation was that it actually recorded this little story. А еще одно толкование в том, что там записана вот небольшая история. The text itself dates to about the 11th century BC. Сам по себе текст датируется 11 веком до нашей эры. So this is right at the time of the end of the Judges period. То есть как раз таки конец периода судей. Around the time of Eli. Как раз таки конец времени священника Илии. And here's what the suggested translation was. И вот каков предполагаемый перевод этого текста. Which is essentially a summary of some events in 1 Samuel 4-7. И, кстати, этот текст такое очень сжатое изложение событий в Первом Царстве, 4 по 7 главу. Should they read it? It's okay. They've got it in their notes. But Ну, у вас в заметках есть, да? Мы пришли на поле, Африка, now, Солома. when I came across this, I found it really interesting, but I was also skeptical. Но когда я на это наткнулся, мне это показалось интересным, но я был немножко скептично настроен. So I did my own decipherment and translation of the text. И я немножко уже собственные сделал исследование текста и перевод текста. And what this other scholar translated seemed very plausible to me. Like, you're not trustworthy. No, it is. Yeah, like it seems possible. Да, и перевод, предложенный другими учеными, мне также кажется вполне заслуживающим доверия.
I do see all those place names or the city names in there. Я вижу вот в этом тексте все эти географические названия городов, мест разных. And the mentions of the Philistines and of the god Dagon and so forth. Здесь упоминаются филистимляне, бог Дагон, And the name Hophni. имя Хофни здесь упоминается. So this could be some kind of summary, even if it is a school exercise, of the events of 1 Samuel 4 through 7. И это могло быть вот именно таким кратким изложением, пусть даже вот такого школьного уровня, событий в Первом Царстве с 4 по 7 главу. And if so, И если это так, then this would basically be our earliest summary of a biblical passage. то тогда этот кусочек керамики это наше самое раннее изложение библейского отрывка. It also shows us that the Israelites were literate in the Judges period. И также это показывает нам, что израильтяне в период судей уже были грамотные, могли писать. So they could have written То есть, Judges in the book of Samuel. поэтому они вполне могли написать сами и книгу Судей, и книгу Царств, ну и книги Самуила. То есть это не обязательно более поздние книги. А это часть какой-то книги или отрывок там просто как надпись на гравировка какая-то? So it's not a part of any book, it's just like some inscription. Right. It's written on the pottery. Yes. То есть это записано на куске керамики. Это не часть какой-то книги, это просто изложение событий. Возможно, сделанное как учеником в порядке прописи. Но оно излагает исторические события, сходящиеся с Первым Царством 4 по 7 главу. То есть это как табличка ровная, да? So is it the flat tablet or piece of pottery, or it's just round, a piece of clay, or a big It's a piece from a large broken pot, but it's basically flat. Но это вообще кусок большого сосуда глиняного, но кусок сам по себе плоский. They reused big pieces of broken pottery like that, sometimes sort of like note paper. То есть они, если сосуд разбивался большой и оставались эти плоские кусочки, они использовали их как блокноты. We call this an ostracon. Мы называем такие кусочки остраконы. It comes from a Greek word. Происходит это слово от греческого слова. In ancient Greece, they had this practice В Древней Греции была такая практика, where they could ostracize someone from the city. когда они изгоняли какого-то человека, совершившего позорного деяния, из города. The citizens would take a piece of pottery and they would write the name of the person they wanted to ostracize from the city. И называлась такая практика остракизм, да? То есть жители города брали глиняную табличку и писали имя человека, которого они хотят изгнать из города с позором. And then they would count up all the votes, and the person who got the most votes, he got exiled from the city. То есть они проводили голосование, кого надо изгнать из города. И человек, который набирал больше всего таких вот голосов, остраконов, как бюллетеней, он изгонялся с позором из города. Это называется остракизм. Есть такой термин и в нашем языке. And that it just became an archaeological term for a piece of pottery with writing on it. И вот остракон стал таким археологическим термином для обозначения кусочка керамики с какой-то записью на нем. А он нацарапывался или как-то глина размачивалась? So, did they just made these inscriptions with some iron, or did they make this clay kind of wet to do that, or they No, they scratch carved into it usually with a sharp piece of bronze. Ну, обычно они просто выцарапывали там что-то острым куском бронзы. Yeah. However, some ostraca they painted on it like ink type paint. Но на некоторых остраконах, тем не менее, даже рисовали особой краской. То есть, ну, не просто выцарапано, а именно нарисовано. So that was their Evernote. Yeah. All right, last thing from this section. И последняя вещь из этого раздела. Around this area, around the area where Samson was from.
И вот где-то в районе той территории, откуда родом был Самсон, at the city of Beit Shemesh, в городе Вевсамисе, they recently found this interesting stone seal. недавно нашли очень интересную каменную печать. It dates to about the time of Samson, Она датируется примерно временами жизни Самсона. and his hometown was very near here. Его родной город был очень близко от места находки. And the scene carved on the seal seems to be a long-haired man and a lion. И сцена, которая изображена на печатке, кажется, изображает длинноволосого мужчину, сражающегося со львом. And it looks like he could even be punching the face of the lion. И кажется, даже вот мужчина наносит льву такой удар по физиономии. Да. And in Judges, we have the story where Samson defeats and kills that lion with his bare hands. И в книге Судей мы с вами читаем историю о том, как Самсон поразил льва буквально голыми руками. And that was probably a well-known story around that area because of how amazing it was. Ну и скорее всего на той территории история была весьма популярной, ну, по причине, что это удивительная история. So perhaps people made some artwork like this depicting the story. И по всей вероятности люди делали какие-то произведения искусства на эту тему, изображая эту историю. Now when the archaeologists found this, they immediately saw the connection with that Samson story. И когда археологи нашли эту печатку, они не сразу же немедленно провели параллели с историей о Самсоне. But they kind of reversed their thinking. Но потом их, как бы, свою точку зрения, они как бы поменяли на 180 градусов. They suggested that the artwork was the inspiration for the story we see in Judges. Они решили, нет, это не история повлияла на создание вот этого произведения, а само произведение повлияло на появление истории в книге Судей. This is just a common idea that the Bible doesn't record much history. Это такая общераспространенная идея, что в Библии вообще не так уж много реальной истории So записано. they always come up with a different explanation that tries to show that the Bible isn't recording history. То есть они постоянно пытаются дать какое-то особое объяснение, объясняющее, почему в Библии не записана реальная By история. the way, about Shiloh. Кстати, по поводу Силома. As far as we know from that big pile of bones that they found at the site, Вот по поводу вот этого скопления костей, которые они нашли во время раскопки. the animals that were sacrificed there Животные, которые там приносились в жертву, were cow, sheep, and goat. были козлы, овцы и коровы или быки. So that would fit with what we know about Israelite sacrifices. И это соответствует тому, что мы знаем о традициях жертвоприношения у израильтян. Whereas the Canaanites, they also sacrificed other animals that the Israelites would not. В то время как хананеи приносили в жертву и других животных, которых израильтяне не использовали для этих целей. So it's suggestive of the tabernacle sacrifices rather than some kind of Canaanite altar. Поэтому это куда лучше подкрепляет идею о том, что это была скиния израильтян, а не какое-то капище хананеев. And it was this pit or mound of bones about 1.5 meters thick. То есть и была обнаружена яма с костями глубиной там 1,5 метра практически. So a lot of bones, Много костей. suggesting that these were regular sacrifices that were done over a long period of time. И на основании этого можно предположить, что это было место постоянных жертвоприношений, которые осуществлялись на протяжении долгого периода. А сколько кости перебивали? So what is the average time of bone to be like diffused or? It depends on the conditions. Зависит от условий. If it just sits out on the ground, Если exposed, кость просто на земле лежит под солнцем, it's just a matter of several years or a couple of decades, something like то that. это вопрос там несколько лет, десятилетий в крайнем случае. But
if it's protected underground, like in a tomb or buried, Но если кость как бы сохранена от внешнего воздействия в гробнице или в каком-то захоронении, then they can last for thousands of years. то кости могут на протяжении тысяч лет сохраняться. So it's similar to papyrus, for example. It just depends on the conditions. То же самое, что и с папирусами, в принципе. Да? Все зависит от условий хранения. Now, I mean, if you took bones and you like put them in acid or something, they go away in hours. But Ну, понятно, если вы там кость возьмете в кислоту засунете, понятно, что она в течение нескольких часов растворится. the bone, the mummies, they're specially preserved and then put in tombs, and so that's why those have been preserved for thousands of years. Who's Mummies. Mummies? Мумии. Мумии, да. Мумии, конечно же, сохранялись особым образом, бальзамировались, мумифицировались, и поэтому они хранятся тысячи лет уже в этих гробницах.